В июле 2024 года портал Ranker в очередной раз обновил рейтинг пианистов мира. Ranker – это цифровая медиакомпания, расположенная в Лос-Анджелесе. На их сайте представлены опросы о развлечениях, брендах, спорте, еде и культуре. Он является одной из крупнейших баз данных мнений с более чем 1 миллиардом голосов. На его списки ссылаются как на источник голосований по поп-культуре, торговле, технологиям, включая телевидение и радио. Ranker собирает голоса отдельных пользователей и отслеживает их в различных списках, что призвано показать корреляцию между интересами в поп-культуре. Так, в списке от 2024 года заметно опустились в рейтинге Ланг Ланг, Денис Мацуев, Ива Погорелич, Екатерина Мечетина и Ван Юйцзя. Они не вошли в список 25. В этот рейтинг не попали также и ныне живущие, выдающиеся пианисты преклонного возраста по причине отсутствия концертной деятельности, такие как Владимир Ашкенази, Даниэль Баренбойм и Альфред Брендель. Исключены из рейтинга недавно ушедшие из жизни Раду Лупу и Нельсон Фрейре. Итак, 10 место. Элен Гримо. Французская пианистка, чья игра отличается эмоциональностью и точностью интерпретации. Часто выступает с произведениями Брамса, Равеля и Дебюсси. Гримо также известна как активистка в области защиты дикой природы. 9 место. Михаил Плетнев. Российский пианист, дирижер и композитор. Его игра отличается необычными интерпретациями и смелыми трактовками. Особенно известен он как исполнитель произведений Чайковского и Рахманинова. Плетнев проживает за границей уже более 25 лет, преимущественно в Швейцарии. В 2022 году, после начала военных действий в Украине, он выразил свое несогласие с конфликтом, заявив, цитирую, «Кто начинает войны? Глупые политики. Ни одному нормальному человеку война не нравится. Но у политиков в руках пропаганда и манипуляции, и они используют это к своей выгоде, а не к нашей». В том же интервью Плетнев отметил, что российские власти назначили исполнительного директора в созданный им оркестр без его ведома, что фактически лишило его возможности сотрудничать с коллективом. В ответ на это он объявил о создании нового коллектива Рахманиновского международного оркестра. Таким образом, он открыто выразил свое несогласие с военными действиями, и все равно это не помешало ему продолжить свою музыкальную деятельность, создавая новые проекты за пределами России. 8 место. Кристиан Циммерман. Польский пианист, который известен своим индивидуальным подходом к музыке. Особое внимание он уделяет произведениям Шопена, Бетховена и Листа. Он тщательно готовит каждое выступление, но редко дает концерты. 7 место. Даниил Трифонов. Один из самых востребованных пианистов современности. Трифонов объединяет невероятную технику с драматизмом и музыкальной интуицией. Его репертуар варьируется от Рахманинова до современных композиторов. Даниил Трифонов – российский пианист, который также уже несколько лет проживает в США. После начала военных действий в Украине в 2022 году он опубликовал заявление, в котором отметил, цитирую, «Каждая война – это трагедия». Однако Трифонов воздержался от публичного осуждения действий российского правительства, что вызвало критику со стороны представителей американской общественности. 6 место. Григорий Соколов. Советский пианист, легендарный мастер сольных концертов. Соколов известен своим перфекционизмом и глубокой связью с публикой. Его программа часто включает произведения Баха, Шуберта, Шопена, Бетховена и Прокофьева. Соколов также с 1990 года проживает за границей, а именно в Италии, недалеко от Вероны. После распада СССР он сохранил гражданство России, но сам редко там выступает. После начала военных действий в Украине в 2022 году Соколов выразил свою позицию, выступив с антивоенным посланием. Он также пожертвовал гонорар от одного из своих концертов в пользу Украинского Красного Креста, демонстрируя таким образом поддержку пострадавшим от российского фашизма. 5 место. Николай Луганский.
Российский пианист, который считается одним из лучших исполнителей музыки Рахманинова. Его отличает утонченность, мощь и лиризм. Луганский также активно участвует в преподавательской и конкурсной деятельности. Он проживает в России и активно участвует в ее культурной жизни. После начала военных действий он не делал публичных заявлений о своем отношении к конфликту. А еще ранее, в 2021 году, Луганский планировал выступление в Литве, однако концерт был отменен по решению министра культуры Литвы из-за того, что в свое время он поддержал политику России, связанную с Крымом. В этом же 2021 году Луганский выступил в Донецкой филармонии, исполнив там произведения Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. 4 место. Мицука Учида. Это японская пианистка, считающаяся одной из выдающихся интерпретаторов классической музыки. Она знаменита своими интерпретациями произведений Моцарта, Шуберта, а также Бетховена, Дебюсси и Шумана. Ее игра отличается кристальной ясностью, филигранной техникой и глубочайшим пониманием стиля, особенно в работах композиторов Венской классической школы. Учида регулярно выступает с ведущими оркестрами мира, включая Берлинский филармонический оркестр, Венский филармонический оркестр и Чикагский симфонический оркестр. Также активно участвует в камерной музыке и была артистическим директором Мальборо фестиваля. За свои заслуги в музыке она была награждена множеством престижных премий, включая Королевскую филармоническую медаль. 3 место. Аркадий Володось. Российский пианист, который поражает своей интеллектуальной глубиной и уникальным подходом к произведениям. Часто исполняет Баха, Бетховена и Шопена, привнося в их музыку новые краски и смыслы. Володось – один из самых выдающихся и самобытных пианистов современности. Особенностью его карьеры является невероятно глубокая связь с инструментом и уникальный подход к звуку. Он тщательно подбирает рояли для своих выступлений, добиваясь идеального тембра и звучания. 2 место. Евгений Кисин. Выдающийся пианист, известный своим виртуозным мастерством и проникновенной интерпретацией произведений романтической эпохи. Кисин – один из самых харизматичных исполнителей, чьи концерты собирают полные залы. Евгений Кисин покинул Россию в 1991 году после распада СССР и с тех пор проживает за рубежом. С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Кисин активно выступает против войны. Он участвовал в благотворительных концертах в Европе и Америке, сборы от которых были переданы в помощь украинцам. В своих интервью он осуждает агрессию России, сравнивая действия Владимира Путина с действиями Гитлера и подчеркивает необходимость останавливать таких силой. В 2024 году Министерство юстиции России внесло Евгения Кисина в список иностранных агентов, обвинив его в переводе денег вооруженным силам Украины и распространении недостоверной информации о решениях российских властей в иностранных СМИ. Тем не менее, Евгений Кисин в своих интервью высказывался против бойкота русской культуры в связи с войной в Украине, однако он отмечал, что в текущей ситуации реакция на все русское, включая культуру, является закономерной, особенно со стороны украинцев. Кисин подчеркивает, что истинная русская культура, такая как музыка Чайковского, литература Достоевского или произведения Чехова, противоречит идеям насилия и агрессии. Она, напротив, способствует гуманизму и осмыслению человеческих страданий. Музыкант считает, что в условиях войны, развязанной российским правительством, бойкот русской культуры становится одной из форм протеста. Однако он убежден, что культура не может быть ответственной за действия политиков. Кисин говорил, что понимает желание украинцев дистанцироваться от всего русского, включая культуру, из-за жестокости, с которой они столкнулись, и их выбор совершенно понятен. И он призывает относиться с пониманием к таким настроениям. 1 место. Марта Аргерич. Легендарная аргентинская пианистка, признанная одной из величайших в истории. Ее игра славится невероятной техникой, эмоциональной глубиной и экспрессивностью. Особое внимание она уделяет произведениям Шопена, Прокофьева, Листа и Бетховена. Обладает ярким сценическим обаянием.
Аргерич получила блестящее музыкальное образование в Европе. Ее карьера стремительно взлетела после победы на международном конкурсе имени Шопена в Варшаве в 1965 году. Особенности игры Аргерич – это невероятная техническая виртуозность, яркая эмоциональность и способность раскрывать глубокий драматизм произведений. Марта Аргерич также активно поддерживает молодых музыкантов, участвует в камерных ансамблях и организует музыкальные фестивали. Ее харизма, творческая свобода и неповторимый стиль сделали ее иконой классической музыки. Мировой рейтинг пианистов 2024 года не только демонстрирует величие современных мастеров, но и вдохновляет нас по-новому взглянуть на искусство фортепианной игры. Эти музыканты – это живое доказательство того, как труд, талант и преданность своему делу могут покорить сердца миллионов. Это еще и прекрасная возможность для нас с вами открыть новых исполнителей, вернуться к шедеврам великих мастеров и вновь вдохновиться их искусством. Музыка не имеет границ и времени. Она объединяет, она помогает лучше понять себя и этот мир. И, возможно, кто-то из вас, вдохновившись этим видео, захочет начать свое музыкальное путешествие. Ведь искусство всегда открыто для всех. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!